Добро пожаловать в Барселону, мировую столицу архитектуры Антонио Гауди, безупречного хамона, песчаных пляжей и самого загадочного, абсурдного и парадоксального ритейла на нашей планете. Давайте проведем небольшой, но очень наглядный мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы начинающий или даже опытный предприниматель, который решил открыть бизнес в Европе. Вы выбираете локацию, находите помещение в самом сердце Барселоны, где-нибудь на бульваре Рамбла в готическом квартале или на Пасео де Грасия. Здесь каждый квадратный метр ценится на вес золота, а ежемесячная аренда скромного помещения легко пробивает отметку в 10, 15, а иногда и даже в 20 тысяч евро. Вам нужно нанять персонал, платить им белые зарплаты, оплачивать счета за электричество, которая в Испании стоит космических денег. Включать кондиционеры на полную мощность, чтобы спастись от летней жары. И зажигать столько софитов на витрине, чтобы ваш магазин было видно со спутников НАСА. И вот, открыв двери, вы выставляете на полке копеечные пластиковые чехлы для айфонов за 12-15 евро. Ну или китайские магнитики с изображением Саграда Фамилия по 2 евро за штуку. И при этом за весь рабочий день к вам заходит от силы 1,5 человека. Ну и те потерявшиеся немецкие туристы, которые зашли погреться или прохладиться под кондиционером, или спросить, в какой стране находится ближайшая станция метро. Любой нормальный, честный бизнесмен при такой математике и такой посещаемости обанкротился бы примерно через 2 недели. Его стартовый капитал сгорел бы быстрее, чем высокооктановый бензин в спорткаре. Но в Барселоне законы физики и экономики словно перестают работать. Эти магазины не просто не закрываются годами, они размножаются делением. Прямо через дорогу от пустой лавки с чехлами открывается такой же пустой бар, где 3 пакистанских сотрудника с невероятно грустными лицами по 9 часов в день смотрят в потолок. А за углом круглосуточно сияет вывеской «Супермеркат», в котором за всю смену продали 3 банки теплой колы и 1 пачку чипсов. Вы никогда не задумывались, за чей счет этот бесконечный праздник жизни? Как лавки с копеечным китайским пластиком, пустые рестораны без единого клиента и сомнительные парикмахерские годами выживают на самых дорогих улицах города, пока легендарные исторические магазины Каталонии с вековой историей закрываются один за другим, не выдержав налогового бремени. Сегодня мы включим наш калькулятор цинизма, снимем розовые туристические очки и заглянем на самую темную кулису этого каталонского экономического чуда. Мы детально разберем, как через копеечные аксессуары, пустые столы и запутанные пакистанские франшизы отмываются миллиарды евро черного, пахнущего криминалом кэша. Мы поговорим о недавних кровавых разборках диаспор на улицах, заглянем в криминальные сквоты и ответим на главный вопрос. Почему испанская полиция и всесильная налоговая годами прекрасно знают про эти прачечные, но продолжают беспомощно разводить руками. Всем привет! Это Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы будем учиться правильно стирать. Давайте сначала разобьем этот миф на уровне простой школьной арифметики, которую почему-то упорно игнорируют прохожие. Чтобы просто выйти в ноль, работая в центре Барселоны, коммерческая точка должна покрывать гигантскую расходную часть. Считаем вместе. Аренда помещения в среднем 8 тысяч евро. Коммунальные платежи, включая драконовские испанские тарифы на свет, еще около 1000. 9. Налоги, лицензия, обязательное отчисление за каждого сотрудника. А в Испании, как вы помните, социальное страхование за работника – это отдельный изощренный вид финансового садомазохизма. Это еще несколько тысяч евро сверху. В итоге, чтобы лавка просто не закрывалась, ей нужно чистыми генерировать около 12-15 тысяч евро в месяц. Чтобы просто не закрывалась. Если мы разделим эту сумму на среднюю стоимость чехла, то получится, что точка должна продавать минимум по 100-150 аксессуаров каждый божий день. Без выходных, без праздников и без священной испанской сиесты. Вы когда-нибудь видели очереди из 100 человек в магазин чехлов на Рамбле?
Я нет. Зато на форумах вроде Reddit и в каталонских локальных медиа темы в духе «Почему магазины чехлов в Барселоне выглядят как шпионские явки времен Холодной войны» давно стали национальным мемом. Но профессиональные экономисты и исследователи по финансовым преступлениям знают, у бизнеса, торгующего копеечными аксессуарами, есть одна фантастическая, почти магическая суперсила. Называется она колоссальная беспрецедентная маржинальность. Тот силиконовый бампер, который вам на улице Пелаи или в готическом квартале продают за 20 евро, на фабрике в китайском городе Шэньчжэнь закупается огромными оптовыми партиями на вес, примерно по 10-15 центов за ведро. То есть себестоимость товара для владельца магазина фактически стремится к нулю. И вот в этот момент открывается портал в настоящую финансовую магию. Если к вам в магазин за весь день не пришел ни один реальный покупатель из плоти и крови, ничто не мешает вашему кассовому аппарату сделать вид, что этот покупатель был. И не один, а сотни. В конце рабочей смены, когда шторы опускаются, менеджер или сам продавец просто садится за кассу и начинает методично, монотонно пробивать десятки и сотни фантомных чеков. Один чехол, второй, третий, 100-й чехол. По бумагам для налоговой магазин переживает невероятный коммерческий успех. Туристы буквально сносили прилавки и скупали китайский пластик как ненормальное. А по факту в кассовый ящик просто физически положили пачку наличных денег в купюрах по 20 и 50 евро. Откуда взялись эти наличные? Они были получены от совершенно других видов деятельности, гораздо более прибыльных, но абсолютно незаконных. С этой генерированной на бумаге суммы магазин в конце квартала честно и прозрачно платит налог на прибыль. В испанскую казну, конечно. И вуаля, грязный, пахнущий криминалом кэш легким движением руки превращается в легальную, чистейшую, задекларированную прибыль успешного испанского ритейлера. Чехол для телефона в этой схеме – это идеальное, пуленепробиваемое алиби для наличных денег. Его практически невозможно посчитать по реальным остаткам на складе во время быстрой проверки. Для налоговой инспекции все недостающие коробки на складе либо сгорели на витрине под солнцем, либо ушли в брак, либо были украдены теми же барселонскими карманниками. Их же много на улицах, на которых так удобно списывать любые убытки. Но откуда берется сам товар в таких количествах? Здесь мы должны сделать небольшое путешествие за пределы Барселоны, в промышленную зону Бадалоны или в знаменитый мадридский пригород Кобо-Кальеха. Это огромные китайские оптовые гетто, крупнейшие логистические хабы контрабанды в Южной Европе. Именно туда контейнерами приходит копеечный товар. Схемы вроде Судиспа годами снабжают эти прачечные эффективными накладными. Магазин чехлов закупает по бумагам 1 000 000 бамперов, платит за них копейки, а затем продает их невидимкам. Круг замкнулся. Деньги отмыты, система работает как швейцарские часы. Однако сияющие лавки с чехлами – это лишь глянцевая верхушка огромного криминального айсберга. Давайте спустимся на уровень ниже, вглубь знаменитого и мрачного барселонского района Раваль. Здесь мы увидим так называемые локутории, пункты международной связи и перевода денег. Круглосуточные мини-маркеты, где на полках годами стоят 3 запыленные банки консервированной фасоли и полупустые кебабные, в которых у кассы дежурят молчаливые пакистанские рабочие. При этом в официальных реестрах владельцами бизнеса часто значатся загадочные структуры и инвесторы, сидящие где-нибудь в Лондоне или Дубае. Здесь мы сталкиваемся с феноменом, который европейские спецслужбы и Европол изучают десятилетиями, но каждый раз натыкаются на глухую стену. Это система Хавала. Древнейшая брокерская сеть взаимных расчетов, которая успешно зародилась и функционировала в Азии и на Ближнем Востоке за сотни лет до того, как западный мир вообще придумал платежные системы Visa, MasterCard или SWIFT. Как эта средневековая система работает в современных реалиях Барселоны? Представьте структуру теневого бизнеса. У криминального клана в Европе есть огромный ежедневный оборот неучтенных наличных денег. Это могут быть деньги от контрабанды, нелегальной миграции, торговли подделками или
чего-то потяжелее. Эти миллионы евро кэша нужно не просто легализовать, их нужно физически отправить на родину. Например, в Пакистан, Индию или Бангладеш. Но если вы просто приедете в отделение банка, Кайши-банка, либо бы у вас с чемоданом помятых купюр по 20 и 50 евро, вас скрутит охрана и арестует полиция прямо у стойки. Потому что европейский финансовый мониторинг сегодня запрашивает происхождение средств даже при покупке велосипеда. Что делает криминальная организация? Она открывает широкую сеть заведомо убыточных, низкорентабельных баров, парикмахерских и продуктовых лавок в Каталонии. На работу туда завозятся исключительно свои соотечественники. Зачем? Во-первых, они абсолютно лояльны, связаны с клановыми или с семейными обязательствами на родине и будут держать язык за зубами при любых обстоятельствах. Во-вторых, их можно держать на полулегальном или полностью нелегальном положении, выплачивая им гроши. Эти точки становятся физическими, осязаемыми узлами глобальной сети Хавала. Днем этот бар на параллели или в Равале продает 3 чашки кофе и 2 порции хамона. А ночью через его подсобные помещения проходят сотни тысяч евро наличными. Схема гениальна в своей простоте. Теневой делец в Барселоне приносит кэш в пакистанскую лавку. В этот же самый момент доверенный брокер Хавалы в Карачи или Исламабаде выдает эквивалентную сумму в местных рупиях родственникам или партнерам этого дельца на другом конце света. Никакие деньги физические через границу не перемещаются, никакие межбанковские провода не фиксируют транзакции. А долг между барселонским магазином и пакистанским брокером постепенно закрывается за счет официальной легальной выручки этой сети ресторанов и сувениров в Испании, которая якобы капает от щедрых туристов. Это идеальная, герметичная, автономная экосистема. Пакистанские рабочие на местах обеспечивают бесперебойный поток живой силы и надежное прикрытие на улицах. Индийские или арабские менеджеры высшего звена, координирующие процессы из офшорных юрисдикций, обеспечивают юридический зонтик. Пустая кебабная, в которой никогда нет мяса, это не пример неудачного стартапа. Это просто маленький скромный банкомат в гигантской глобальной сети теневого банкинга. Но не стоит думать, что эта подпольная финансовая империя функционирует в тишине стерильных офисов под шепот купюр. За право контролировать эти золотые пятачки в центре Барселоны, за право ставить свои прачечные на правильных улицах идет жестокая первобытная война. Буквально в середине июня 2026 года Рамбла дель Раваль превратилась в самую настоящую зону открытых боевых действий. 2 ночи подряд там гремели батальные сцены, которые шокировали даже коренных, ко всему привыкших барселонцев. Массовые драки стенка на стенку, в которых участвовали десятки мужчин, вооруженных огромными мачете, мясницкими ножами, топорами и металлическими дубинками. Кто сошелся в этой бойне? Старые пакистанские кланы, которые еще с конца 90-х годов подмяли под себя весь легальный и теневой ритейл в центре города, включая тех самых уличных торговцев Латеро, которые продают вам пиво на пляже, а параллельно предлагают некоторые вещества. И новые агрессивные алжирские и марокканские группировки, которые пытаются силой отжать у них территорию и влияние. И это не просто бытовой конфликт мигрантов, как это пытаются преподнести толерантные испанские СМИ. Это классическая жестокая война за контроль над финансовым графиком. Потому что каждый коммерческий квадратный метр в Равале генерирует миллионы евро неучтенной наличности. И пакистанская система Хавала жизненно нуждается в стабильности и жестокой защите своих физических точек. Если ты уступишь улицу конкурентам из Северной, например, Африки, завтра твои кассовые аппараты и магазины чехлов останутся без топлива, без грязных наличных денег, которые нужно отмывать. А вот на этом этапе нашего расследования на сцену выходит еще одна колоссальная кровоточащая рана современной Испании – феномен оккупасов, незаконных захватчиков недвижимости и криминальных сквотов. Дело в том, что кэш для неоновых прачечных не материализуется из воздуха. Огромная, если не большая его часть, куется в так называемых наркописос.
Это квартиры в старом жилом фонде готического квартала и Раваля, которые криминальные группировки силой или хитростью захватывают у коммерческих банков или уехавших в отпуск местных жителей. Эти квартиры моментально превращаются в укрепленные притоны, круглосуточные точки продаж и распределительные склады. За последние месяцы каталонская полиция Mossos d'Esquadra совместно с национальной полицией провела целую серию жестких штурмов и принудительных выселений таких объектов. Спецназ заходит через окна, выбивает железные двери гидравлическими таранами, находит внутри килограммы наркотиков, склады холодного оружия и неприметные тетрадки с черной бухгалтерией. Но самое циничное во всей этой истории – это логистика. Деньги, полученные в этих грязных, заваленных шприцами и мусором притонах, уже через пару часов аккуратными стопками лежат в подсобках сияющего, чистейшего магазина аксессуаров через дорогу, готовы к превращению в легальные чеки. Вы сейчас справедливо спросите меня: Алекс, неужели испанская полиция, хваленый Интерпол и всемогущая испанская налоговая Асьенда настолько глупы и слепы? Неужели они не видят этот абсурд, который бросается в глаза любому первокурснику экономического факультета? Конечно же, они все прекрасно видят. Более того, они ведут подробные картотеки. Периодически у властей лопается терпение, и на улицах Барселоны разворачиваются показательные маски-шоу. Вспомните, например, знаменитые масштабные рейды прошлых лет. Операции под кодовым названием «Трон» или операция «Next», когда сотни экипированных спецназовцев одновременно заблокировали и вскрыли десятки точек на Ла Рамбла и в Равале. В официальных отчетах следователей черным по белому было написано: под невинными вывесками продажи дешевых авиабилетов, экспресс-ремонт телефонов и интернет-кафе скрывались международные прачечные, которые отмывали до 50-70 миллионов евро чистыми в год каждая сеть. Но почему тогда, спросите вы, разумно, на месте одной закрытой полицией лавки на следующий же день с завидным упорством открываются 3 новые, точно такие же? А вот здесь мы упираемся в особенности испанского законодательства в сфере малого бизнеса. Такое ощущение, что местные уголовные и административные кодексы писались какими-то ультрарозовыми родителями-пацифистами, которые искренне верят в безусловную доброту всего человечества. Чтобы закрыть действующий бизнес в Испании по подозрению в легализации незаконных доходов, следственные органы должны проделать титаническую, практически невыполнимую аналитическую работу. Налоговая должна железобетонно доказать криминальный источник происхождения каждого конкретного евро, прошедшего через кассу. А как это сделать на практике, если хитрый пакистанский или индийский менеджер с улыбкой показывает проверяющим официальные кассовые ленты? Вот смотрите, смотрите, господин инспектор, за вчерашний день к нам зашло 300 китайских туристов. Каждый купил по чехлу за 15 евро. Китайские туристы приехали в Испанию и купили свои чехлы. Да, они все платили наличными. Да, они не оставили своих паспортных данных и имен. Но по испанскому закону они имеют на это полное право. Мы не обязаны требовать ДНИ при покупке копеечного пластика. И все, налоговый инспектор разворачивается и уходит писать очередной бесполезный отчет. Вторая причина этой непотопляемости – это гениально выстроенная система так называемых дропов или номинальных владельцев. Юридическим лицом и генеральным директором очередного магазина чехлов или кебабной записывают какого-нибудь несчастного, забитого бедолагу, который буквально пару недель назад нелегально пересек границу Испании, прибыв из Карачи или Танжера. Он не говорит ни по-испански, ни по-каталонски, тем более, не понимает, что такое налоги, и просто подписал пачку каких-то бумаг у нотариусов за разовую подачку в 500 евро. Это, кстати говоря, называется «testaferro» по-испански. Когда полиция приходит с обыском и обвинениями в отмывании миллионов, этот номинальный владелец искренне, со слезами на глазах, округляет глаза и говорит, что он просто сидит на стуле за 3 евро в час. Настоящие организаторы и бенефициары этих схем, крупные теневые банкиры и инвесторы, сидят далеко за пределами юрисдикции Королевства Испания, где-нибудь в тихих кондиционированных офисах Дубая
Лондона или Сингапура. А сам физический магазин в Барселоне для них – это просто копеечный и расходный материал. Закрыли одну точку – не проблема. Через дорогу на другое подставное лицо уже зарегистрировано новое СЛ. Логистика международного отмывания денег изначально закладывает эти редкие полицейские рейды в графу «стандартные операционные расходы» и издержки бизнеса. А теперь давайте отвлечемся от сухих цифр, схем, хавалы и полицейских отчетов и посмотрим на социальную, человеческую цену этой великой каталонской стирки. На то, как эти бесконечные пустые магазины прямо сейчас на наших с вами глазах хладнокровно и планомерно уничтожают душу, идентичность и культуру Барселоны. Что происходит на реальном рынке коммерческой недвижимости, когда на него массово выходят игроки, которым абсолютно глубоко плевать на окупаемость, маржинальность и бизнес-планы. Представьте себе обычного, честного, местного каталонского предпринимателя, скажем, молодого парня или девушку, которые горят своим делом и хотят открыть в готическом квартале стильную, концептуальную кофейню. Уютный книжный магазин с редкими изданиями или лавку с традиционными крафтовыми сырами от местных фермеров. Наш честный бизнесмен находит помещение, встречается с владельцем здания, а тот ему говорит: аренда 9 тысяч евро в месяц плюс депозит за 1,5 года вперед. Наш парень берет в руки калькулятор, начинает считать, сколько чашек капучино или килограммов сыра ему нужно физически продавать каждый день, чтобы просто отбить эту аренду. Понимает, что это утопия, плачет и уходит. И в этот же самый день к владельцу помещения приходит вежливый представитель международного инвестора. И ему абсолютно все равно, какая заявлена стоимость аренды. 9 тысяч евро, 12 или 15. Ему даже лучше, если цена будет как можно выше. Вы не ослышались. Чем выше арендная ставка, тем больше грязного криминального кэша этот фонд может нелегально и официально сжечь перед налоговой под видом легальных операционных расходов компании. Они подписывают контракт, практически не глядя, даже не торгуясь. В результате этого разумного процесса реальный, живой, аутентичный малый бизнес просто физически вымывается, вытесняется и уничтожается в центре города. Барселона на глазах превращается в бездушный, абсолютно одинаковый пластиковый Диснейленд для непритязательных туристов. Вместо уникальных, семейных, локальных мест с вековой историей, ради которых люди со всего мира и едут в Каталонию, мы получаем бесконечные унылые ряды кричащих неоновых вывесок с чехлами для телефонов, одинаковые, безвкусные кебабные с замороженным мясом и продуктовые лавки с просроченным пивом и теплыми газировками. Черный криминальный капитал выжигает легальную экономику города как лесной пожар. И самое циничное, самое грустное во всей этой истории – это поведение самих арендодателей. Коренные, породистые каталонцы, которые на словах безумно любят свою культуру и кричат на митингах об уникальности своего региона, с огромным удовольствием и улыбкой на лице принимают эти сомнительные деньги. Им абсолютно наплевать, что их родной город стремительно теряет свое лицо и превращается в криминальную прачечную, пока их личные банковские счета исправно пополняются от щедрых международных инвесторов. Так что, друзья мои, когда вы в следующий раз будете неторопливо прогуливаться по историческому центру Барселоны и наткнетесь на очередной пустой, сияющий холодным неоном магазин чехлов, где сонный пакистанский продавец лениво перебирает пластиковые бамперы для старых моделей айфона, не совершайте эту ошибку. Не думайте, что это глупые, незадачливые бизнесмены, которые просто не умеют считать деньги и скоро прогорят. Они умеют считать деньги и превосходно. Возможно, гораздо лучше многих из нас. Просто они считают не прибыль от реальных физических продаж. Они считают процент, который их глобальная организация готова заплатить за легализацию теневых доходов. Этот пустой, абсурдный магазин – недосадная ошибка свободного рынка. Это настоящий монументальный памятник международной теневой экономики, которая чувствует себя под ласковым испанским солнцем на редкость вольготно, уютно и безопасно. И пока европейские и испанские законы позволяют скрывать реальных, конечных бенефициаров бизнеса за бесконечными
запутанными цепочками подставных лиц и номинальных директоров, эта великая каталонская стирка будет продолжаться под шум прибоя Балиарского моря. Обязательно напишите в комментариях, замечали ли вы подобные вечно пустые, но почему-то процветающие бизнесы в своих городах. В каких странах вы видели похожие схемы и какая коммерческая точка в Барселоне лично вам кажется самой подозрительной? Поделитесь своими наблюдениями. Будет безумно интересно почитать ваши истории. С вами был Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки этому видео, делитесь им с друзьями и старайтесь всегда смотреть на этот мир трезво и без розовых очков. До встречи в следующий раз. Hasta luego.